Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. Мы с вами посмотрим тему «Стучит, гремит, на пороге стоит». Посмотрим на 3 варианта. Подумайте, какой вариант вам больше подходит, первый, второй или третий. Благодарю всех, кто уже подписался на канал, тех, кто еще подпишется. Напоминаю, что ваши лайки – это действительно ваша благодарность за мою работу, это энергообмен, то есть я вкладываю свою энергию, вам это несложно, нажимаете пальчик вверх, и мой канал продвигается дальше и рекомендуется другим пользователям. Для меня это важно. Тему для новых раскладов можете предложить в комментариях под этим видео. Итак, стучит, гремит, Так, карты выложены, по необходимости, может быть, буду докладывать. Посмотрим по ситуации. Итак, что у нас в первом варианте? Стучит то, что где-то на подходе, где-то уже в планах, да, мироздание в планах на какое-то будущее, может быть, не совсем близкое. Итак, здесь в вашу жизнь приходит то, чего вы боялись. Не просто боялись, вы это очень хотели. То есть вы очень хотели, чтобы в вашу жизнь пришел вот этот рыцарь кубков. Человек, который приходит с эмоциями, с чувствами, с любовью, который готов проявляться в вашу сторону, дарить и чувства, эмоции, и свою любовь, и как-то проявляться в вашу сторону. Но вам снятся кошмары на эту тему. То есть, по сути дела, несмотря на то, что вы так долго хотели и так долго, может быть, мечтали об этом, вы боитесь. И насколько это возможно, просто тормозите любое развитие ситуации. Это сейчас у вас более такая, более глобальные, так скажем, изменения в дальнейшем. Гремит. У вас было разбито сердце, разбитые иллюзии, которыми вы тешили себя. Вполне возможно, что у вас были отношения с несвободными мужчинами. И все это разбивало вам сердце, и вы по королеве мечей это все отсекали. Сразу карты летят. И что у нас гремит? Новое чувство. То есть новое чувство должно прийти в вашу жизнь, и оно у вас уже зарождается. Вполне возможно, что вы уже, может быть, и знаете этого человека. И на пороге стоит.
новое знакомство, новое взаимодействие, наработка какого-то опыта взаимодействия. То есть вы в ближайшее время, буквально очень скоро, или уже познакомились с человеком, который может стать для вас судьбой, судьбоносным, да, человеком, которого вы выберете для дальнейшей жизни, который выберет вас. Либо вы уже только-только познакомились, либо в ближайшем будущем произойдет это знакомство. У карт нет понятия времени, есть энергии, которые действуют, и эта энергия уже пришла. У кого-то она уже пришла, у кого-то вот буквально вот-вот-вот на днях, и эта энергия уже есть. Самое главное здесь помнить о том, что у вас очень много страхов, они надуманы, и вы останавливаете ситуацию, тормозите эту ситуацию, потому что многие были разочарования в прошлом, и вы не хотите повторения. Но новое чувство уже пришло в вашу жизнь. Даже если вы еще не знакомы со своим вот этим новым человеком, в любом случае эта энергия уже в вашу жизнь пришла. Сейчас только, как говорится, только повод ей раскрыться. А вам сейчас на данный момент быть энергичной, быть, не бояться ничего. И если вдруг кто-то мешает вашим планам, то никого не слушайте, двигайтесь в свою сторону. Здесь король жезлов идет в вашу жизнь. Так, давайте посмотрим. Что уже должно прийти в вашу жизнь в ближайшем будущем? Второй вариант. И опять новые чувства, опять король кубков. Разные колоды, разные варианты. А энергии на канале, видимо, как-то переплетаются. Итак, новые чувства, новые эмоции приходят. Причем их дают вам высшие силы. За то, что вы пережили в этой жизни. Вы много, может быть, страдали, вы много ждали. Вполне возможно, это тот человек, которого вы когда-то видели во сне, о котором, опять же, были ваши мечты и желания еще с детства. Вот такие идут энергии. Гремит. Прямо сейчас вы налаживаете свое финансовое положение, свое финансовое состояние. Может быть, вы и не в женской энергии, может быть, все-таки перебираете больше по мужской. Если мальчики смотрят, то действительно король пентаклей, четкий, конкретный, который знает, что материальные проблемы нужно решать, вопросы в первую очередь. У него все посчитано и все сделано. Девочки, если все-таки это девочки смотрят, то здесь, да, тоже материальное положение упрочить и взять ответственность за всех окружающих. Есть такое желание, но не стоит. Где-то нужно исхитрить. И вам где-то и придется хитрить, где-то, может быть, манипулировать, может быть, не договаривать, чтобы ваше материальное положение стабилизировалось, чтобы у вас в жизни все было четко и стабильно, и все строилось на основе взаимообмена, чтобы между мужчиной и женщиной взаимообмен был равноценный, чтобы оба вкладывались полноценно. Именно это сейчас у вас более близкая задача, и, скорее всего, вы в этом уже находитесь и уже эту задачу отрабатываете. Что стоит на пороге? А на пороге буквально уже вы входите в энергии императрицы, вы входите в энергии любви к себе, вы ощущаете, что вы то солнце, которое согревает окружающих, вы то яркое и неповторимое, что дает
силу, что дает успешность. Вы любите себя, вы стараетесь, может быть, у вас нет не наработаны навыки, может быть, вам это непривычно, может, вам это нелегко дается, но вы четко идете именно по той дороге, когда вы принимаете себя в том виде, в котором есть. Вы начинаете любить себя. Именно любить — это глагол, это значит действие. То есть вы это выражаете в каких-то действиях. Вы делаете так, как вам нужно. Вы даете себе достаточное количество отдыха. Вы заботитесь о том, чтобы питание и физическая нагрузка были должного качества и своевременны. То есть вы сейчас озаботились именно собой и проявлением этой любви к себе. Да, это сложно дается, да, и иной раз вызывает какие-то конфликтные ситуации. Но у вас все получится, все обязательно получится. И хотела спросить... Не старайтесь торопить события, не старайтесь управлять судьбой. Судьба повернет так, как вам нужно. Она повернется в то время, когда будет вовремя, не раньше, не позже, а именно вовремя. Вы можете совершать какие-то действия, да, вы можете трудиться над собой, да, над своими какими-то моментами внутренними. Но судьбу поменять в корне вы не сможете. То есть все придет в свое время. Самое главное, чтобы вы к этому времени были готовы принять эту судьбу. А в вашей судьбе грядет, да, очень позитивная энергия. Примите себя как императрицу. Научитесь взаимодействовать с противоположным полом именно на равных, вкладывая энергетику. И в вашу жизнь, да, высшие силы уже ведут то самое светлое и теплое чувство, которое вы давно-давно ждете. Третий вариант. Вы чувствуете, что сейчас есть определенная судьбоносность момента. Вы длительное время расстраивались по поводу того, что не могли получить желаемое. Вполне возможно, разочарования какие-то были, вы устали. Иногда кажется, что судьба к вам неблагосклонна и уже просто опускаются руки. Но именно сейчас, да, в ближайшем будущем, не прямо на пороге, а в ближайшем будущем, вы сможете взять управление над своей жизнью в свои руки. То есть вы будете управлять своей жизнью. Вы сможете это сделать, и Вселенная даст все для того, чтобы это свершилось. Ваши мечты, ваши желания будут сбываться. Причем вы будете исполнять все эти желания сами. Вы можете управлять этим. И у вас есть цель, к которой вы идете. И вы эту цель вполне в состоянии достигнуть. И в ближайшем будущем, да, это вам уже приготовлено, если вы правильно будете двигаться к своей цели. Еще хотелось бы сказать, что более близкое, да, то есть сейчас нужно успокоиться, залечить свои раны после того, после тех неудачных событий, которые были в вашей жизни. Да, вы слишком много потеряли, были сложности, были потери, были трудности, но сейчас это все нужно уравновесить, свои раны действительно залечить. Тут у ангела и живая, и мертвая вода, и он может залечить все эти раны, именно отпустить злость, прожить обиды и выплеснуть это все экологично, не на людей, это выплеснуть просто из себя. То есть очистить свою душу, очистить свое сердце. Это уже тоже на подходе. И буквально события ближайших
дней. Здесь говорится о том, что мужчина, король мечей, это человек холодный, это человек, который не поддается чувствам и действует только именно позывами разума. Человек достаточно холодный и не, как сказать, не умеющий проявлять свои чувства в открытую. Здесь он попытается именно проявиться и показать свои чувства, попробует изменить свою линию поведения. При этом все равно это будет расставание. То есть человек, который уже был в вашей жизни, вполне возможно, это как бывший партнер проиграется, потому что по мечам очень часто проходят бывшие. То есть бывший человек может проявить свое внимание опять в вашу сторону, но это снова ненадолго, он снова уйдет. То есть возвращение будет недолгим, может быть по его вине, может быть по вашему решению. Но в любом случае человек придет ненадолго, он все равно вас покинет и оставит. Да. Будьте королевой мечей. То есть, если человек проявлялся как король мечей в вашу сторону, если он был жестким и холодным, расчетливым, то есть сейчас такой становитесь вы. Если здесь вы печалитесь, то совет от карт именно принять спокойное положение, взвесить, обдумать, для чего этот человек был дан в вашей жизни, для чего он вернулся, для чего вы снова расстались. Наверное, каждый человек приходит в нашу жизнь для того, чтобы что-то нам объяснить, чтобы что-то нам, чему-то нас научить. И вот тут важно определиться, что именно было важно. И если этот урок проработан, то следующий ваш партнер обязательно будет лучше, обязательно будет уже с проработанной ситуацией. Если ситуацию какую-то не прорабатываем, урок не проходим, то обязательно следующий партнер дается такой же, как предыдущий, и зачастую еще с усилением, то есть еще хуже. Поэтому, если это кармическая ситуация, если вам сложно, да, было какое-то время, надо понять, для чего он такой сложный приходил в вашу жизнь. И не забывайте, что это стоит на пороге, это гремит, но уже в ближайшем будущем, да, уже вы переживете это расстройство, эту закрытость, и возьмете управление в свои руки и поедете к своей звезде, к своим исполнениям, к своим мечтам, которые обязательно исполнятся. И вы в состоянии это сделать. Самое главное об этом помнить. Прорабатываем один урок, залечиваем раны, и открывается нам дорога на лучшее будущее. Я надеюсь, что было полезно, я надеюсь, что было интересно. И новые темы для раскладов в комментариях, пожалуйста, пишите. Самое главное, напоминаю о том, что это общие расклады, буквально экспресс-расклады. Быстро-быстро просматриваем ситуацию, глубоко не копаем. Глубоко мы копаем на личных консультациях. Если необходимость есть, то обращайтесь по контактам, которые указаны под каждым видео, на личную консультацию. Спасибо, что досмотрели расклад до конца. До новых встреч. Пока-пока.